цыганщина, цыганщина. Друзья, всем привет! С вами Дима и Варвара. Маленькие наши новости. Сегодня, наконец, у турок закончился, у мусульман закончился пост Рамазан. Вот, и сегодня у них большой праздник. Дети на каникулах, как мы уже говорили, значит... Я тоже на каникулах. Да, Ваки выделили неделю. А, кстати, на этой неделе будет апдейт, мы поедем на юг. Да, мы поедем отдыхать на море к нашим приятелям, так что ждите оттуда видео тоже. Да, и не в Геленджик. Жаль. Жаль. Вот, и в связи с этим окончанием этого поста у нас в Ударе наконец-таки перестали в 3 часа ночи бахать барабаны. Потому что это, конечно, это у них шикарная традиция, значит, у них, значит, каждую ночь, где-то около 4 утра, 3:50, там, когда как, приходит специальный мужик и начинает бахать в барабан. Ну, сколько есть дури, столько туда и стучит, короче, все иногда что-то орать. На самом деле это побудка для местных жителей, чтобы они успели покушать до восхода солнца. То есть, на самом деле, это очень-очень-очень крайне ранний завтрак. Солнце встает в 7 утра, то есть им почему-то закладывается там 3 часа на завтрак, но вообще в 4 часа утра мы все вставали и слушали нашего потерпевшего мужика, который просто бахал сколько мог в барабан. Вот сегодня наконец-то все это закончилось. Вот. Кто живет в Турции, помните, сегодняшнего дня детишки могут ходить по квартирам, могут требовать сладостей. Ну, не требовать, они рассказывают какие-то стишки, но это что-то вроде колядок, знаете. Ну, да, ну я условно говорю, требую, в общем, скажем так. Вот, и соседи могут тоже вас угощать сладостями, всякими печеньками, халвой там и всем. Помните такую маленькую вещь. Значит, если вам принесли домой тарелочку, вот, фарфоровую, и на ней лежит там пирожные, то возвращать пустую тарелочку не надо. Нужно вернуть тоже с пирожными. Да, нужно вернуть тоже с пирожными. И если вы, в свою очередь, кого-то хотите угостить и не хотите, чтобы вас угощали или немножко обязывать людей, да, там как бы принесите бумажную тарелку или салфетку одноразовую, да, и, собственно, тогда это будет как бы знак, что соответственно... Что вы не ждете какого-то ответного жеста. Да. Ну, например, иначе круговорот этих тарелок, он будет бесконечный. Да. Вот. Ну, достаточно милая традиция, и я счастлив, что ушел мужик с барабаном, потому что мужик с барабаном каждую ночь. Вака спит хорошо, а я просыпаюсь от любого шороха. Да, нужно отметить то, что у нас сегодня 4 дня бесплатный транспорт в Турции. Кстати, кто в Турции пользуетесь, имейте в виду. Все вапуры, автобусы, все это бесплатно. Да, ну вот по 4 число включительно. И надо отметить, что местные товарищи, конечно, этим воспользовались. Транспорт набит под завязку просто. Если учитывая, что в обычные дни, ну, в понедельник на пароме днем, ну, не так много народу. Сегодня вот мы видели паром, уезжающий на Принцева острова, там люди даже стояли. Хотя погода сегодня штормовая. Штормит. Да. Что мы хотели рассказать? Из актуального. Значит, у меня в пометочках задавали вопросы, по-прежнему их задают. Значит, тема вакцинации в Турции поднималась не раз. Ну, давайте еще раз, значит, расскажем, значит, будем возвращаться к этой теме. Значит, вакцинация в Турции бесплатная, если у вас есть икамет. То есть, если у вас есть ВНЖ, вы его сделали, или вы планируете его сделать, то это бесплатно. Значит, на выбор 3 вакцины. Ну, вот в нашем случае было 3. У нас был Турковак турецкий, Синофарм китайский. Синофарм. Синовак. Хорошо, Синовак. Не будем спорить. И Pfizer. Значит, из этих вакцин, значит, 2 векторные, 1 МРНКовая. Значит, Pfizer МРНКовый, Синовак и Турковак, они векторные, они идентичны спутнику. Лучшая комбинация, значит, вакцины и коктейль все-таки комбинировать вакцину векторную и вакцину МРНКовую. Значит, если у вас есть такая возможность, соответственно, если вы были привиты спутником, лучше сделать себе Pfizer. Ну, с точки зрения здоровья, скажем так, то есть с точки зрения вашей иммунизации.
Значит, если у вас нет икомет, но вы просто планируете посетить Турцию и появиться, ехать дальше, значит, та же самая вакцинация, она платная. Значит, вакцина стоит 400 лир за один укол. И надо иметь в виду, что значит, разница между этими уколами в 21 день, в 3 недели, короче. То есть, сделав первый укол, вы должны 21 день где-то прожить, провести, либо вернуться потом сюда и сделать второй укол. Значит, каждый из них стоит по 400 лир, это на сегодня. Значит, после чего вам выдается турецкий сертификат вакцинации, который признается в Европе и во всем мире. То же самое. У вас есть также 3 вакцины на выбор, можете выбрать любую, но с точки зрения эффективности я бы советовал все-таки МРНКовую. Вот. По болезненности, вообще ничего. Как Да. легкая слабость может быть. Да, мы были привиты первым спутником, ну как бы первым, я имею в виду, мы появились в Питере, одни вообще из самых первых людей вообще в России. Значит, вот у меня был 1069 порядковый номер в Петербурге, а у Варечки 1018 или 1019. На день позже пришла. На день позже, да. Но появились мы в самом-самом начале, это был январь 21 года, да, январь 21 года. Не знаю, то ли тогда спутник был покрепче, короче, то ли варили его по ядрене. Ну, в общем, мы немножечко поболели после прививок, особенно Варя, ну, по температуре. Здесь вообще ее как и не было на самом деле. То есть Pfizer проскочил как самолетиком. В последнем нашем видео в комментариях вы спрашивали о том, ну, поподробнее, да, что с собой брать при переезде в Турцию, что не брать. И, конечно, в первую очередь речь идет о документах. Ну, все, наверное, знают, что если вы куда-то уезжаете, лучше всего сделать генеральную доверенность на вашего родственника либо близкого друга, который может представлять ваши интересы. Кроме того, не мешает сделать доверенность для всяких коммерческих структур, типа даже мобильных операторов, потому что в генеральной доверенности этого пункта нет, а бывает так, что если у вас там что-то приключилось с симкой, и вам нужно, чтобы человек пошел в офис оператора и решил эти проблемы, нужна доверенность. Поэтому сделайте отдельно доверенность для коммерческих организаций, либо для операторов мобильной связи. Вам это поможет. Этому человеку с доверенностью оставьте копию нотариально заверенную вашего российского паспорта. Это тоже очень сильно пригодится. А в каких случаях это пригодится? А даже если идти в офис оператора с этой доверенностью, они могут попросить паспорт. И лучше, чтобы паспорт был заверен нотариусом. Ну, то есть это не просто какая-то некая копия, понятно. это действительно копия, которая... Кстати, я вот не знал этого, не думал на это счет. Да, это вам может облегчить жизнь. Лучше, как говорится, перестраховаться, и может вам это не понадобится, но если вдруг какая-то проблема возникнет, то вы ее сможете решить 100%, оставив, точнее, вашему доверенному лицу данные документы. Также стоит вести с собой как можно больше налички. Сейчас максимум 10 тысяч долларов, да, на человека. Либо, значит, также часто спрашивают, либо эквивалент любой валюты на 10 тысяч долларов. То есть, если вы везете евро, значит, соответственно, у вас там будет 8700 там, с чем-нибудь евро. То есть, вам надо пересчитать. Если у вас фунты, то, соответственно, столько же фунтов в эквиваленте 10 тысяч долларов. Кстати... Кораблики ходят. Да, поплыл. Кстати, то же самое, я встречал, кстати, такие вопросы в чате, в связи там, с отменой НДС на продажу золота, люди ломанулись покупать золото. К слову сказать, в Турции его покупают, его можно здесь продать. Золото это тоже касается, то есть вы можете... Ой. Сейчас кораблик уедет, мы... Вот, то есть то же самое касается и золота. Значит, если вы решили вдруг накупить золото и сюда поехать с золотом, значит, вы можете его также взять на сумму 10 тысяч долларов. То есть вокруг этой суммы будет абсолютно плясать все. Вопросы касались и того, как переезжать в Турцию с детьми. Какие документы нужно взять. Во-первых, вам нужно апостилировать свидетельство о рождении. Апостиль на свидетельство о рождении ребенка 2500, если не ошибаюсь, по крайней мере месяц назад еще было 2500, вряд ли пошлину в середине года изменили. Ориентируйтесь на это. Вам понадобится, если ребенок школьник, табель с его оценками и личное дело, которое есть в школах.
То есть, когда вы будете устраивать ребенка в школу, вам все это понадобится. Что это за личное дело? Ну, личное дело с оценками. Да? У каждого школьника есть личное дело. Я не знал такого Да. документа. Если мама выезжает с ребенком, а папа остается, то, конечно, нужно нотариально заверенное разрешение на вывоз ребенка на ПМЖ. И его тоже стоит апостилировать. Это также 2500. Чудовищный российский закон, всегда думал об этом. Да, Да, то есть вам вообще- отдельно надо будет заплатить у нотариуса, отдельно апостиль. Это в том случае, если родители либо живут врозь, либо приезжают в Турцию врозь. То есть вам эти документы понадобятся также, чтобы устроить ребенка в школу и для получения им ВНЖ впоследствии. Также не забудьте сертификат о прививках ребенка. Это касается не только ковида, а вообще всех прививок, которые ставят детям. В поликлиниках это такая классическая синяя Да. книжка. Я думаю, ее не надо переводить. Главное, чтобы она была, я думаю, чисто Там на формально. латинице обычно написано Да, прививки, да, поэтому там, переводить ее да, сильно не надо. там все прописывается латынью, в принципе, все понятно, но это вот такой вот замшелый советский синий сертификат, он так называется, сертификат о прививках. Да. То есть синенькая книжечка, она без в поликлинике. Можно не париться, можно не переводить, но главное, чтобы здесь был какой-то документ, что вообще ребенок когда-то чем-то вакцинировался. То есть там это даже банальные там Возможно, коклюши потом, всякие. да, возможно, потом, когда вы приедете, еще надо будет доставить здесь какие-то прививки. Но это уже обычно проблем не вызывает. После того, как вы ВНЖ получите, вы можете поставить прививки. Помимо детей, также интересуются домашними животными, как их перевозить. Но тут, что для котов, что для собак, правило одно. Животное должно быть чипировано. При этом обратите внимание, для въезда в Турцию ваш кот либо ваш пес должны быть привиты от бешенства. И прививка против бешенства ставится уже после того, как вы чипировали животное. Если вы сначала поставите прививку, а потом чип, к сожалению, надо будет ставить еще раз. Для перелета следите, почти все авиакомпании, они просят подтвердить то, что животное будет на рейсе. По-моему, не просила подтверждать Победа пару месяцев назад, но обращайте на это внимание. Это нужно для того, чтобы экипаж самолета учитывал, сколько есть животных, ну, так называемых, ну, не врагов, антагонистов, да, то есть какое количество псов и собак и котов может быть на рейсе, чтобы они желательно рядом не сидели. Кроме того, из ветклиники вам понадобится справка по форме 1, это стандартная справка, и потом, насколько я понимаю, вы ее меняете уже в аэропорту на справку Да, под номером 7 или 5, 5, форма 5. да, форма 5, да. И уже с этой справкой, с полетным вашим ваучером вы идете на И посадку. вот эту форму 5 вы получаете не раньше, чем, не позже, чем за сутки до вылета. Нет, не раньше, чем Нет, форма 5, вы можете ее получить прямо в аэропорту. в порту в момент либо- вылета. В момент вылета, да, да. по порту быстрее, да. Да, быстрее, и она бесплатная. Кроме того, животное должно быть обработано от паразитов и гельминтов, против гельминтов за 5 дней до вашего прилета. Это тоже отмечается в паспорте. Возникал вопрос, нужно ли переводить паспорта животных. Но многие делали так, просто написали над русскими словами, там, вот какой-то информации, английскую версию, этого хватило. Слушай, Вань, вот вопрос как раз по этому поводу. А требуют ли турки антитела на... Нет, Это важно, турки кстати. не требуют титр на бешенство. То есть Не надо. то Вы есть- ставите чип, потом ставите Вакцину. вакцину, и все. Это все И в паспорте. гельминтов. И гельминтов, да, этого хватает. И от руки напишите там перевод на английский. Но самое удивительное, и это очень характерно для Турции, что когда вы привозите свое животное, никто вообще никакие документы не проверяет. Ну, это на Вот, самом деле ну, не только здесь. Ну да. Ну, лучше быть, конечно, готовым, чтобы к вашему питомцу не возникло вопросов, но факт остается фактом, то есть вам это все нужно для вылета, по сути. Да. То есть поскольку у вас уже все документы в порядке, вас особо и не проверяют. Последняя инстанция, где вы все это покажете, это будет аэропорт вашего убытия. Убытие, да, и, в общем-то, в Слово лёт- какое? Убытие. да, и по влету, если вам нужно будет обратно везти в Россию животное, ну, ориентируйтесь уже на правила въезда страны Российской Федерации, потому что вы можете, конечно, пойти в ветклинику в Турции, и вам там по доброте душевной наговорят еще кучу всего ненужного, в общем, не слушайте. У нас про собак вышло больше, чем про детей. Ну, да.